Речь в сегодняшнем видео пойдет о микрофонах для подкастов. Именно такой микрофон мы сегодня с вами посмотрим и послушаем. Это Audio-Technica AT2040. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Если верить информации из открытых источников, сегодняшний микрофон основан на BP40. Тоже динамический, тоже микрофон от Audio-Technica, который мы уже обозревали на нашем канале когда-то давно. Итак, сегодня у нас микрофон для подкастов. И я думаю, внешне даже есть какое-то сходство с PodMic, и мне почему-то кажется, что именно с прицелом на PodMic, с прицелом на конкуренцию с PodMic этот микрофон изначально и создавался. Что о нем можно сказать? Он динамический, он имеет очень узкую направленность в виде гиперкардиоида, что помогает отсекать все ненужное по сторонам. Например, отражение от стен и шум, допустим, из соседней комнаты или шум клавиатуры, по которой вы стучите, например, во время стрима, потому что микрофон для подкаста — это не значит, что мы его будем использовать исключительно на подкастах, это микрофон для работы с голосом. Давайте послушаем направленность микрофона. Я просто начну отдаляться, уходить с направленности микрофона, и вы сейчас слышите, что мой голос, он ушел на задний план, на передний план выступает комната, еще хуже, и вот я начинаю возвращаться, я вхожу в гиперкардиоиду, и мой голос снова в центре внимания, он звучит именно так, как он и должен звучать. Достаточно интересный черный матовый металлический корпус. На нем, кстати, нет никаких переключателей, срезов, аттенюаторов здесь нет. Имеется защитная сетка, которая работает и как поп-фильтр. Давайте ее снимем и послушаем звучание микрофона уже без сетки. Итак, примерно следующим образом этот микрофон звучит без сетки. Я предлагаю вам провести наши тесты на взрывные согласные, и я хочу себе открыть небольшую подсказку, потому что вы пишете комментарии, и нам постоянно присылают различные вариации на наш тест на взрывные согласные. Например, поступила подобная вариация. Давайте слушать. Бабушка испекла блины и положила их на пол, а потом пришел пьяный папа и потоптал их. Как вам? Я предлагаю вам принять участие в этом интерактиве и написать свою версию нашей проверки на взрывные согласные. Возможно, именно ваш комментарий прозвучит в нашем ролике в дальнейшем. Послушаем все то же самое, но с колпаком. Бабушка испекла блины и положила их на пол, а потом пришел пьяный папа и потоптал их. Именно так работает вот эта внешняя защитная сетка. Стоит отметить и усиление. Достаточно большое усиление нужно этому микрофону для комфортной работы. Мы подаем с нашего аудиоинтерфейса 55 дБ. Это чуть ли не самое высокое значение для нашего студийного аудиоинтерфейса. На мой взгляд, 55 дБ хватает. Если у вас бюджетный аудиоинтерфейс и если у вас упор уже идет в 55 дБ, скорее всего, для комфортной работы с этим микрофоном вам понадобится дополнительный микрофонный усилитель. Что стоит сказать еще по поводу микрофона? Вот этот пантограф, он наш студийный. В комплекте, к сожалению, он не идет. Вместе с микрофоном у нас есть шарнирный держатель для крепления на микрофонную стойку с небольшим переходником, если он вам нужен. Также есть небольшой чехол для транспортировки или для более безопасного хранения микрофона между вашими сессиями, с записями и со стримами. Давайте послушаем микрофон на вокале, потому что голос — это одно, а звучание вокала через динамический микрофон — это уже совершенно другое. Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой, белой каемкой волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли.
и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она потолщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной. Я не могу понять, как это все сказать. Смею я, как это все сказать. Смею я, как это все сказать. Смею я. Отдельно отмечу, что весь сегодняшний ролик мы писали с помощью этого микрофона. И мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу его звучания. В своем отзыве я очень прошу вас опираться на ценник за этот микрофон, потому что, на мой взгляд, для подобного устройства это достаточно бюджетный сегмент. Опять же, мне кажется, это было сделано с прицелом на то, чтобы конкурировать с PodMic, и мне будет очень интересно узнать у вас, что вы думаете об этом микрофоне в сравнении с PodMic. Сопоставьте их друг с другом, возможно, сравните звук, потому что у нас были ролики, обзоры, и не один ролик, где мы пользовались именно PodMic в нашей студийной работе. Друзья, в любом случае, мне будет очень приятно, если вы отблагодарите нас лайком, если вы подпишетесь на канал, если вы тут недавно. Я напоминаю, что это «Давай запишем». Здесь мы говорим про аудио, ну и штатно я зову, как всегда, вас подписаться на свои соцсети. Все ссылки прямо сейчас вы видите на своих экранах. Друзья, а я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Сейчас просто вступление. Идете. Со стопом? Да. Ну да. Про мешок я просто про него скажу, ты просто поснимешь, да, его потом, так же, как мы с проводами делали. Комплектный мешок, да? Да-да. Вот этот пантограф, он наш студийный в комплекте.